Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Винтаж Оксана Гудвин. Продолжаем искать клад на различных свалках, помойках. Сегодня разбирать будем этот мешок украшений, который я нашла в разное время, в разных пакетах. Эти украшения требуют пересмотра, переборки. Возможно, что-то у них отсутствует. Будем сегодня разбирать именно цветочную тему. И давайте приступим. Но перед тем, как разбирать эти украшения, я их пересыплю вот в отдельный контейнер. Я знаю, что в этом мешке, и буду просто перебирать все, что есть в моей коллекции. И, как говорится, дополнительный разбор, досмотр этих украшений сделаем вместе с вами. Ну и продолжая тему летнюю, хочу показать несколько шкатулок именно тематической такой направленности. Вот такая вот классная шкатулка роза, и сделана она в Китае с розовым таким красивым покрытием, и имеется такое люстровое напыление. Почему меня эта шкатулка привлекла? Потому что это шкатулка от Mary Kay, это моя любимая косметическая компания. Думаю, что все с этой компанией знакомы, и впервые мне встречается именно вот шкатулочка. В этой шкатулке нежнейшие пусеты, это деколь с дорисовкой и очень качественные пусеты с марказитами. Сияют, сверкают. Такие муси-пушки здесь у меня. Также необычная шкатулочка, тележка. Когда-то она мне за 50 центов досталась. Но здесь тоже все так интересненько. Нет маркировки, но она очень такая тематическая. Люблю тематические предметы. Следующую шкатулочку по-быстрому покажу, чтобы быстрее приступить к разбору именно шикарных цветов. Вот такая вот шкатулка, костяной фарфор. И здесь именно сердечная тема. Это украшение я не буду разбирать, вместе с вами мы их уже разбирали. Но так как тема сегодня цветы, то вот решила вам показать и эту шкатулку. Уникальнейшие бусы, которые тоже я нашла в одном из мешочков. Это вот такая техника. Я не знаю, как это называется, но очень напоминает майолику, то есть техника горячей эмали, не эмали, горячего фигурного, скажем, как это сказать, в общем, изображение, фигурное изображение. Здесь бусины просто шикарные. Все эти вот бусины, выполненные в этой технике, они разные. Выполнены они вручную. Это пластик, винтажные. Очень похожи на предыдущие бусы, но совсем в другой технике. Это деколь с дорисовкой. Но я думаю, что эти бусы принадлежали не только одной хозяйке, но, естественно, одному времени. Они очень похожи по размеру, по состоянию, по металлу. Я думаю, что это одна какая-то компания. Но, видите, здесь летняя и осенняя тематика. Очень красивые на самом деле бусы. Тоже, когда увидела, очень этому обрадовалась. Ну и давайте приступим к разбору брошей. Здесь, по-моему, не только броши, именно темы цветочной. Вот такая вот брошь. Тоже буду стараться показывать вам быстрее, чтобы не затягивать ролик. Здесь у броши имеется маркировка. Так, сейчас, минутку. Это не помню, не могу прочитать. Девчонки, может быть, вверх ногами беру? Нет. Кто, может быть, более глазастый, пожалуйста, напишите. Я думаю, что эту брошь можно использовать и как подвеску. Белый оттенок металла, белая эмаль на металле. Очень люблю я эту технику. Так, следующая брошь. Буду показывать, вот все подряд брать. Вот такая вот очень красивая
объемная. Здесь у этой броши есть маркировка. Все признаки винтажности присутствуют. Что я сегодня плохо вижу. Стерлинг и H буковка. Думаю, что это брошь с позолотой. Такая очень красивая, объемная брошечка. Следующая брошь просто шикарнейшая. Роза. Тоже она такая объемная, многоярусная. Здесь есть маркировка Art. Очень красивая. Очень мелкие кристаллики. Вот тут так сделано, что, видите, внизу очень красивые бирюзовые кристаллы, но их практически незаметно. По поводу все кристаллы на месте или нет, сложно сказать. Сейчас попробую рассмотреть. Уж очень они мелкие. Ну, так вот с первого взгляда вижу, что вот черный вот это вот провал, это и есть отсутствующий кристаллик. Я думаю, что здесь были именно бирюзовые кристаллы. Очень красивая брошь такая, необычная, объемная и в то же время очень такая нежная. Так, следующая брошь с жемчужными лепестками. Кстати, жемчужина, естественно, это искусственный жемчуг, но покрытие в отличном состоянии. С ней очень бережно обращались. 1928, всем известная компания. В качестве маркировки своих украшений использовала броширование обратной стороны своих изделий. И компания тоже очень знаменитая, уважаемая. И у меня такая брошечка тоже есть. Так, вижу, какой-то кристаллик выпал. Надо сейчас именно найти пропажу. Вот такая вот крупная брошь. По центру кристаллик Аврора Бореалис. Здесь она очень такая в хорошем состоянии. Обратная сторона говорит о винтажном возрасте. А кто не знает, Аврора Бореалис — это результат коллаборации или взаимодействия двух известных компаний Сваровски и Dior. Сваровски использовал именно технологию напыления этих кристаллов, а Dior, конечно, с помощью, вернее, применяя эти кристаллы, много своих изделий выпускала, и это такая альтернатива бриллиантам, то есть бриллианты стали доступны и простым смертным, то есть стоимость не такая высокая была, как у бриллиантов, естественно, но сияние невероятное, и именно вот при дневном освещении, и при искусственном освещении эти кристаллы очень хорошо сияют, сверкают. Историю Аврора Бореалис, думаю, многие из любителей винтажных украшений хорошо знают, знакомы с этой техникой. Вот такая вот необычная брошь. Я не знаю, это фиалки или что это. Но брошь довольно старая. Застежка, плечики, металл эмалью. Причем обратите внимание, что изначально металл был покрыт белой эмалью, и потом был нанесен именно вот оттенок эмалевый. То есть, ну, подобная техника украшений очень часто встречалась в 50-х, 60-х годах. Я вам показывала и подвески, которые выполнены тоже в этой технике. То есть металл покрыт белой эмалью. Причем и цепи тоже у подвесок были в такой же технике выполнены. Одна из моих любимейших брошей тоже найдена в одном из пакетов, из мешков. Я думаю, что это ромашка. Ну, на подсолнух вряд ли это подходит, потому что белые лепестки. И, естественно, это молочное стекло, взятое в крапаны. Она очень выполнена авторски, я бы сказала. Такая не плоская. Очень красивые кабошоны. Все это стекло. Также листья выполнены из кристаллов в форме маркиза. Открытые кристаллы. Техники Безел, я бы сказала, подобная техника тоже была использована в 60-е годы. Обратная сторона вот так выглядит.
Такая своеобразная застежка. И видите, брошь собрана из нескольких элементов. Эта техника тоже использовалась часто в украшениях 60-х годов. Выступающая игла и очень такая объемная, крупная и не легкая брошечка. Так, следующая брошь вот такая, тоже цветок, но очень красивого оттенка кристаллы, прям зеленые-зеленые. Броширование самих лепестков выполнено в сложной технике. Оно, видите, не просто броширование, а как будто бы пикселями, как будто бы мелкими такими точками само броширование. И такой объем создает, причем сами лепестки, они тоже не плоской формы. Брошечка старая. Обратная сторона вот так выглядит. Маркировки не вижу, но очень такая яркая за счет красивого оттенка кристаллов эта брошь выглядит. Одна из моих любимейших брошей — это брошь орхидея. Но вот так вот визуально незаметно, что эта брошь имеет какой-то изъян. Она крупная, она такая объемная. Сейчас покажу вам ее, вот, чтобы руками не светить, не мешать. И здесь есть и кристаллики, и горячая эмаль очень красивого оттенка с переходом, с градиентом. То есть она, видите, с дорисовкой, я бы сказала. То есть вручную эмаль была дорисована. Основной фон и вот эти вот темные по краям черточки, это затемнение лепестков, они выполнены именно вручную. Великолепнейшая брошь, но так обратная сторона выглядит. Я, честно говоря, не сразу заметила, что здесь есть слом. Причем вот эти броши выполнялись, вернее, изготавливались в 60-х годах, 50-е, 60-е годы, и выполнялись они из металла, сплав, который очень имеет хрупкую структуру, то есть они не, их нельзя там подвергать спайкой, спаивать их нельзя. И очень хрупкая вот эта вот вещь, ну как олово, что ли, большое содержание олова. Вот помните, как в оловянных солдатиках невозможно было это сделать, то есть просто на переплавку. Здесь очень такая сложная она сама, соединенная, красивая, объемная, толстая игла. Тоже вот так вот. Но, ну, на первый взгляд, я думаю, что вот с верхней части был такой же вот лист, чтобы так поддержать симметрию. Но, тем не менее, все равно брошь меня это очень радует, и я как бы любуюсь постоянно этой брошью. Следующая брошь уже более такой простой цветок, явно это ромашка, но присмотревшись, можно обнаружить, что эта брошь не так проста. Тема, конечно, такая заезженная, обычная. Ну, возможно, это даже не ромашка, и кто-то более знающий, поправьте меня, пожалуйста. Лепестки фигурные, и опять-таки брошь выполнена в этой же технике. Основная поверхность металла покрыта белой эмалью, плечико застежки, и только затем уже вручную была вся эта дорисовка. Опять-таки брошь сборная, состоящая, видите, из трех, даже из 4 элементов. Первый элемент — это, видите, вот эти листья, основная, да, деталь. Затем идет сами листья, лепестки, вернее. Затем идет нижний слой, пестики, тычинки, как это называется, и центральная часть, которая держит и закрепляет саму застежку. В общем, когда начинаешь рассматривать вот подобного плана броши, очень становится интересно все это дело. То есть даже сам вот лепесток, он тоже выполнен, видите, из нескольких элементов. И вот сама сложность работы как бы скрыта за самой простой темой. В общем, как-то выглядит она просто, но работу над ней проделали мастера большую. К тому же вот дорисовка, опять то, что я в орхидее вам показывала, вот эта вот дорисовка краев самого цветка выполнена вручную. Я не знаю, как это было технологически выполнено, но во всяком случае это ручная дорисовка. Вот такая вот бывает интересная тема, когда обычная с первого взгляда брошь
при близком рассмотрении она открывает какие-то интересные такие свои подробности. Так, следующая брошь в этой же, ну, я бы сказала, в этой же технике, я думаю, не совсем правильно выразилась, но тем не менее. То же самое, металл покрыт эмалью разного цвета, застежка плечики, думаю, что она относится к этому же периоду, 60-е годы. Но здесь уже все как-то более попроще. Брошь это мне досталась с потерей, то есть центральный кабошон отсутствовал. Я примерку делала разных вариантов, и Аврора Бореалис сюда примеряла, и какие-то цветные кристаллы. Но именно вот ту нежность придает перламутр. Как ни странно, я тоже вам показывала. Думаю, что вот нашла перламутровую бусину, причем эта бусина, ведь она все равно имеет, по-моему, отверстие. Или нет? Нет, я, мои дорогие, как раз подобрала, почему эту бусину поставила, потому что эта бусина без отверстия, она когда-то первоначально и была в каком-то, возможно, украшении, выпала именно в качестве вот такой вставки, что ли. Не для бус эта бусина предназначалась. Ну, такая тоже интересная брошечка. Много у меня ромашек. И одна из ромашек вот так выглядит. Брошь простая. Причем вот эта вот брошь тяжелее предыдущей, хотя по размеру она мельче. Но металл более толстый такой, да. И здесь, по-моему, у нее нет маркировки. Но опять-таки вот металл и белая эмаль. Я так поняла, что эмаль, если наносится в зависимости от сплава, от состава металла, и стойкость самой эмали на этом металле зависит. Вот сколько бы я ни встречала брошей вот выполненных в этой технике, когда белый металл и покрытие эмали, оно более плотное. Что касается вот металла желтого оттенка, на нем эмаль держится не так хорошо, но тем не менее тоже винтажная такая брошечка. Следующая брошь более крупного размера, причем она легче, чем вот эта вот брошь. Я думаю, что вот эта брошь более старшего возраста. И давайте вот эту брошь рассмотрим. Обратная сторона. Ну, техника, в принципе, та же, вернее, принцип тот же. Несколько элементов закреплены на застежку. Застежка тоже старого образца. И как вот центральные вот эти вот пестики-тычинки, они именно держат саму всю эту конструкцию. Ну вот то, о чем я говорила. Опять-таки металл, видите, желтого цвета, и эмаль уже как облупилась. На белом металле эмаль не облупляется. Но опять-таки, все-таки все равно эта брошь не совсем такая уж простая, простецкая. Видите, как изогнут лепесток. Все-таки такое соблюдение, приближение к какой-то натуральности. Ну, вот как-то так. Ну, давайте идем дальше. Следующая брошь тоже, она довольно тяжелая. И здесь 3 ромашки. Вот в 60-е именно годы была тема ромашек популярна. Более ранние украшения, шкатулки, они часто использовали в своей теме розы, там пионы, что-то вот такое. А вот именно простота какая-то, ну, это связано с тем, что вошел в моду стиль арт-деко, как правило, это стиль, который подразумевает простоту линий, чистоту цвета, вот что-то такое. И как раз вот ромашки, как нельзя, кстати, лучше отвечают всем этим запросам модных направлений, так бы я сказала. Ну, такая вот простая брошечка. Вот в таком положении ее нужно носить. Видите, расположение самой иглы так устроено, что вот это положение не будет давать этой броши отвисать. И еще один букетик, но он такой более мелкий, но ромашек здесь гораздо больше. И выполнен вот тоже очень интересно. Ведь опять-таки вещь сборная, ну, то, о чем я вам говорила. То есть основа, на которой крепится сама застежка, и основная, скажем, центральная часть, которая
крепится. Ну, у этой броши, кстати, очень интересное крепление, обратите внимание, то есть выполнена основа самой броши так, что здесь есть как бы отверстия, да, в которых заливается клей, то есть это не спаянное украшение, а именно вот, видите, залиты вот эти отверстия клеем так, чтобы внутрь проник. Ну, естественно, у винтажных антикварных украшений одна такая проблема есть, это клей, который со временем начинает желтеть. Если вот подобного плана брошь опустить в горячую воду и какое-то время подержать, естественно, она распадется. Поэтому, если находите украшение и вы видите, что там есть пожелтевший клей, очень осторожно мойте украшения. Либо, если вы готовы к переклейке, да, там кристаллов, кабошонов, либо полностью собрать по новой какую-то брошь, элемент какой-то, то не мойте в горячей воде, а под проточной водичкой промыть. Вот сейчас моя задача найти, откуда у меня выпал вот этот кристаллик. Так, ну давайте здесь вот такая брошь. Малышка, малютка. И это вот опять, мои дорогие, вот то, о чем я говорила вам, да, на желтом оттенке металла эмаль очень плохо держится. Я уже много украшений встречала именно с желтым покрытием. Эмаль плохо держится и со временем отстает. Ну, здесь такая брошечка-малышка, но тем не менее она с маркировкой Мане. Такая достойная вещица, интересненькая. Так, идем дальше. Следующая брошь, ну, как тоже к теме, думаю, так, здесь что-то поотсыпалось, к теме относится цветочный. Ой. Ну, очень красивый сам кристалл. Я думаю, что это все-таки как цветок, венок. И вот так вот асимметрично, правильно ее нужно носить. Такая брошечка. Так, здесь у меня идут серьги, клипсы на винтах орхидеи. Тоже я вам их показывала. Но орхидеи черные. Я не знаю, существуют в природе ли черные орхидеи. Но, тем не менее, вот задумка автора такова, что орхидеи именно черные. Они очень такие объемные, красивые. Так, здесь я не знаю, есть маркировка или нет. Сейчас поближе рассмотрим. Так, маркировки я не вижу, но явно, что эти серьги старенькие. Старенькие. Так, сейчас вот такие серьги-клипсы, очень крупные. Вот то, что, я думаю, это 60-е, 70-е, стиль хиппи, когда вот как цветы были популярны, явно вот эта вот простая тема. Но тоже здесь маркировки нет, но очень такие крупные на самом деле. Так, следующая. Букет цветов. Вот многие, конечно, из вас могут сказать, что ой, 2 цветка это только на кладбище, там что-то такая похоронная тема. На самом деле нет, в Америке нет этого как ритуала, да, нет этой традиции. Можно дарить и четное количество цветов, роли никакой не играет. И здесь у этой броши очень красивые кристаллы, сияют, сверкают, невероятная. Она на самом деле не крупная брошь, но очень такая яркая. И такое интересное расположение застежки. Видите, она как бы имитирует плечики, но крепление именно вот на одном из цветков расположено. Ну, тоже таки брошь не простая, она, видите, тоже сборная. Здесь несколько элементов, нужно ускоряться, а то видео получается очень длинным. Так, следующая брошь, это вот такая тоже парочка, опять-таки, вот к теме о том, что 2 цветка, это нет никаких предрассудков здесь подарить, это чертополохи, по-моему. И опять-таки вот броширование, как пиксельное, точечками. Оно очень объем дает такой нежный и красивая на самом деле брошь. Нежные розовые кристаллы, очень красивые, старые. И обратная сторона вот так выглядит. Кристаллики все
закрытые. Так, следующая брошь. Вот так выглядит. Здесь вижу, конечно, есть отсутствие кристаллов, но они очень мелкие. Вот я ее не собирала, то есть стоит, конечно, над ней поработать и кристаллы какие-то повставлять, но уж очень они мелкие, я даже не знаю, как это возможно. И опять-таки брошь старая. Здесь есть либо это площадка для маркировки, либо это вариант, может быть, задумка была другую, как булавку ставить. В общем, не знаю, если у вас какие-то идеи есть по этому поводу, пожалуйста, пишите. Ну, такая вот интересная брошь, она очень тяжелая. Я думаю, что она выполнена из такого же хрупкого металла, как и брошь орхидеи, поэтому с подобного плана брошами нужно, конечно, аккуратно обращаться. Здесь у меня есть серьга. Так, девчонки, сейчас у меня... Так, вторая серьга в другом ящике. Давайте быстренько покажу. Опять-таки, вот тема ромашек. Думаю, что броши в тематике ромашки вполне могут быть дополнены вот такими вот мелкими пусетами, ромашками. Вот такие клипсы тоже у меня есть. И это... Ой, сейчас скажу. По-моему, Бет. Такая тоже объемная, очень интересная. И здесь вот такая вот брошечка. Так, здесь, по-моему, отсутствует кристалл. Я думаю, этот кристалл отсюда выпал. Да, точно. Вот его надо, наверное, подклеить. Да, вот такая вот потеря обнаружилась. Ну, тоже такая нежная эмалевая брошечка. Так, мои дорогие друзья, спасибо большое за просмотр. Пишите своих впечатлений, комментарии. Возможно, у вас есть какая-то дополнительная информация, за которую я вас всегда благодарю. А я вас всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.